Вы хотите начать SEO-продвижение сайта и не знаете, с чего начинать? Как правильно составить семантическое ядро? Какие необходимо написать текста? Где покупать ссылки и стоит ли их вообще покупать? Я, Улитовский Анатолий, сегодня вам расскажу все этапы продвижения сайта шаг за шагом. SEO-продвижение сайтов – это одна из самых молодых специализаций на Земле, с историей не более 20 лет. Но за столь короткий период времени она уже обросла множеством мифов и легенд. Основная причина заключается в том, что поисковики постоянно обновляют свои механизмы, которые распределяют сайты выдачи. Их еще называют алгоритмы ранжирования. Согласно анализу компании Moz, только в 2017 году Google ввел более 500 нововведений. Это несколько изменений в день. То, что работало вчера, не факт, что будет работать сегодня. Точные методы продвижения не знают даже опытные SEOшники. В основном все основывается на предположениях и наработанных схемах работы. Что уже говорить, представители Google после создания искусственного интеллекта RankBrain порой сами не догадываются, как он распределяет сайты выдачи. Инженеры Google, которые ежедневно настраивают алгоритмы ранжирования, сравнивали данные при ручной настройке и искусственного интеллекта RankBrain. Данные при ручной настройке составляют 70% успеха. Искусственный интеллект показал же 80% успешного распределения сайтов выдачи. Что же делать нам, простым пользователям, если даже представители Google не могут контролировать своего терминатора? Выход один. Изучайте успешные сайты в топе. И понимайте, какие алгоритмы ранжирования помогли им занять лидирующие позиции. Покажи, что у тебя есть. Алгоритмов ранжирования действительно очень много. Их в Гугле более 270. В Яндексе вообще сумасшедшая цифра. Более 800. Со слов бывшего руководителя поисковых сервисов Яндекса Александра Садовского. Стоит ли нам учитывать все эти алгоритмы? Давайте представим жизненные приоритеты. Здоровье, семья, образование, работа, учеба, спорт. Есть ли у нас время на все это? Конечно же нет. Чем-то мы всегда жертвуем. Так и в алгоритмах ранжирования. Вам необходимо выбрать самые важные. И самые важные алгоритмы ранжирования в Google — это контент и ссылки. Со слов специалиста по качеству поиска Google Андрея Липацева. Для создания сайтов было бы полезно знать, какие два первых фактора ранжирования. Я отвечу вам, это контент и внешние ссылки. Третьим алгоритмом ранжирования Search Engine Land и множество других SEO-специалистов называют искусственный интеллект RankBrain. Если же говорить про Яндекс, то контент и ссылки также самые важные алгоритмы ранжирования. При этом Яндекс учитывает поведенческий фактор пользователя, который очень схожий с искусственным интеллектом RankBrain, основная задача которого — показывать в топе сайты с максимально релевантной информацией. Поэтому я не разбиваю продвижение в Яндексе, в Гугле или тот же Bing в англоязычном сегменте на отдельные сегменты. Продвигать необходимо во всех поисковиках одновременно. Итак, контент и ссылки — это самые важные алгоритмы ранжирования. Но все же необходимо начинать с контента, потому что контент — это основа для создания высококачественных естественных ссылок. Без высококачественного контента невозможно продвинуть сайт ни белыми, ни даже черными методами. Но прежде чем создавать контент, необходимо составить семантическое ядро. При этом представители Google просят не заострять внимание на поисковых ключах. Они это объясняют тем, что искусственный интеллект RankBrain
самостоятельно изучает контент и подбирает релевантные ключи. На самом деле, семантическое ядро выполняет множество других полезных функций. С помощью поисковых ключей можно проанализировать успешных сайтов в топ-10, проверить соответствие поисковых ключей к вашему контенту, а также составить задания на создание нового контента. Ведь от места в топе зависит ваш реальный трафик. Первое место дает около 35% кликов. Второе место 15%. Третье место 10%. Десятое место дает 3%. Бывает, что небольших усилий не хватает для увеличения трафика в несколько раз. Поэтому те, кто создают контент без оптимизации под поисковые ключи, на самом-то деле много теряют. Давайте рассмотрим это более подробно. Семантическое ядро – это список поисковых ключей, разбитый по страницам сайта. Именно на этом этапе многие допускают основные ошибки, лишь поверхностно собирая список поисковых ключей и неправильно разбивая его по посадочным страницам. Для сбора правильной семантики необходимо использовать платные и бесплатные инструменты. Бесплатные инструменты — это Google Keyword Planner и WordStat Яндекс. При этом я бы не ограничивался только этими инструментами, потому что вы здесь не найдете большой список низкочастотных запросов. И нет других важных параметров, такие как уровень конкуренции в SEO. Все-таки эти инструменты были созданы для контекстной рекламы, где преобладает большое количество ключей с модификатором широкого соответствия. Для начального мозгового штурма эти инструменты полезные. Но если вы хотите более глубоко изучать SEO, то вам необходимо использовать платные инструменты, такие как Ahrefs, SEMrush, Serpstat, Majestic SEO. Основное преимущество этих инструментов – то, что они показывают уровень конкуренции в SEO и большой список низкочастотных запросов. Изначально вам необходимо составить огромный список поисковых ключей. Вы знаете, как проводится мозговой штурм? Изначально собираются все идеи. Плохие, хорошие. Потом отсеиваются из них плохие. Оставляют только хорошие. А из хороших оставляют только реальные, на которые есть ресурсы, время и возможности. То же самое выполняется со списком поисковых ключей. Изначально собирается все. Не бойтесь, что там будет множество нерелевантных ключей. Ваша задача не потерять важные качественные ключи. После этого вам необходимо разбить все эти ключи по группам. После того, как вы разбили по группам, отсеивайте нерелевантные и неинтересные ключи, оставляйте только хорошие. А из хороших ключей выбирайте только реальные, на которые есть возможности, ресурсы и время. Именно на этом этапе многие SEOшники даже с 3-летним опытом работы допускают множество ошибок. Они неправильно разгруппировывают список ключей по посадочным страницам. После этого создается нерелевантный контент, который показывает плохие поведенческие факторы. Группировка списка ключей или кластеризация семантического ядра вручную отнимает очень много времени. Работу по группировке 10 или даже сотни тысяч ключей вручную вы будете выполнять несколько дней. При этом обязательно допустите множество ошибок. В интернете есть сервисы, которые помогают автоматизировать этот процесс. Причем стоимость не дешевая. За группировку 100 тысяч ключей вы заплатите не менее $500. Причем эта работа будет выполняться несколько часов. Платить мы не любим, ждать тоже. Поэтому мы создали свой кластеризатор поисковых запросов. За использование SEO-сервисов нам необходимо платить ежемесячно. Думаю, всем знакома такая ситуация. На Ahrefs, на Serpstat, на копирайтинг, на кластеризатор. Не беспокойтесь, с нашим кластеризатором вы сэкономите не только деньги, но еще и драгоценное время. Потому что списки из сотни тысяч ключей он группирует всего лишь за несколько минут. Умеете, могете просто. После того, как вы составили список поисковых ключей, разбили по группам, выберите ваши приоритеты. Не пытайтесь с минимальным бюджетом продвигать все
и сразу. Это все равно, что поймать двух зайцев. Только в данной ситуации зайцев будет сотни, и они будут бежать в разные стороны. Помните, вы на рынке не одни. Есть множество других конкурентов. Даже если у вас нет прямых конкурентов, все равно поисковик по вашим поисковым ключам показывает множество других сайтов. Они являются нашими конкурентами в выдаче. Не пытайтесь минимальным бюджетом бороться за все и сразу. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Многие допускают ошибку при определении уровня конкуренции в SEO. Для этого они используют стоимость клика, или уровень конкуренции в контекстной рекламе, или частотность поискового запроса. Эти данные могут отличаться с уровнем конкуренции в SEO в несколько раз. Вот это поворот! Для определения уровня конкуренции в SEO я люблю использовать Ahrefs, который показывает этот параметр от 0 до 100. Чем выше цифра, тем больше конкуренция по этому поисковому ключу. К примеру, давайте сравним два поисковых запроса. iPhone 8 цена с частотностью 5900 и уровнем конкуренции 0. И второй запрос – презентация iPhone 8 с частотностью 4500 и уровнем конкуренции 7. Мало того, что второй запрос не продающий, так у него еще выше уровень конкуренции. При этом в Гугле появляется более 15% поисковых запросов ежедневно, которые до этого ни разу никто не вводил. Как я упоминала ранее, с поиска приходят миллиарды пользователей на сайты каждый месяц. В Гугле триллионы разных поисковых запросов каждый год. Больше всего меня удивляет, что 15% абсолютно новых поисковых запросов мы получаем ежедневно, которые ранее ни разу не использовали. Возможно, они ищут ваши продукты. Возможный выход нового товара или услуги. Если вы об этом знаете, то сгруппируйте поисковые запросы согласно вашим данным. Для этого используйте бесплатную утилиту. Ссылка будет в описании. Даже после того, как вы выбрали релевантные ключи с невысоким уровнем конкуренции, необходимо выбрать приоритеты. Многие молодые сайты начинают продвижение десятками, сотнями и даже тысячами страниц. Это неверно. К примеру, американский блогер Брайан Дин рекомендует продвигать от 5 до 10 страниц. Тим Соула, украинский специалист компании Ahrefs, наоборот, предлагает продвигать страницы, где у вас создан высококачественный контент. Дополнительно могу вам порекомендовать, продвигайте те страницы, где у вас уникальное торговое предложение, лучшие цены, бесплатная доставка, высокое качество и тому подобное. На втором этапе продвижения сайтов выполняется аудит юзабилити. Для этого выбирайте основные ваши поисковые ключи и вводите в Google и Яндекс. Открывайте топ-10 основных сайтов в топе и просматривайте их контент. Анализируйте все вплоть до мелочей. Картинки, текст, инфографика, видео и другие эффекты мультимедиа. Основная цель аудита юзабилити – проверить, чем ваш контент отличается от конкурентов в топ-10. Как правило, успешные конкуренты в топ-10 уже дали правильные ответы на вопросы. Но это не означает, что они ответили идеально. Возможно, у них есть какая-то устаревшая информация. Или даны неполные ответы, заданные в поисковых ключах. Многие на этом этапе расписывают задания для копирайтера, который рерайтит существующую информацию и заливает этот текст через админку сайта. Это неправильно. Хороший контент создает не только копирайтер, а еще программист, верстальщик и обязательно дизайнер. Многие бросаются на ценник. $1 за 1000 символов. Хороший копирайтер даже с кровати не встанет за такие деньги. Студент или посредственный копирайтер, да, это хорошие деньги для оттачивания своих знаний. Во-вторых, копирайтер должен знать вашу тематику. Вы знаете, в наш блог писали множество копирайтеров. Некоторые из них не знали SEO. Они писали полную чушь. Понятно, мы эту информацию не опубликовали. Копирайтер обязательно должен знать вашу тему. В другой ситуации он не сможет создать качественный текст. Создание текста – это не единственное, что необходимо для высококачественного
контента. Готовые текста необходимо передать дизайнеру, который облагородит этот текст другими эффектами мультимедиа. Для этого лучше всего распишите подробно техническое задание, потому что дизайнер, который не знает, что вы хотите, он будет создавать на свое усмотрение. Впрочем, это уже совсем другая история. При этом не старайтесь напихать множество блоков и модулей на одну страницу сайта. Это создает плохие поведенческие факторы, потому что пользователи теряются из-за изобилия этой информации. Откройте сайт Apple. У них сотни продуктов: айфоны, айпады, айподы, iTunes и множество другого. Но при этом они используют минимализм. Откройте официальный сайт Samsung. У них сотни товаров, если не тысячи. При этом вы не увидите это обилие товаров на любой странице сайта, потому что там простота, понимание и удобство для пользователя. Мой совет: делайте продающие страницы максимально простыми. Одну из моих компаний я назвал Kissmetrics, потому что маркетологи пытаются усложнить сайты. Для этого нет причин. Почему не сделать супер простым? К примеру, у вас 10 форм полей, когда реально надо только 2. Удалите ненужные. Если у вас тонны дублирующей информации, удалите это. Лендинг-страницы, которые супер простые, лучше продают. Это не означает, что надо иметь короткие лендинг-страницы. Главная цель — быть максимально простым. Если вам надо длинная лендинг-страница, потому что она отвечает на целевые вопросы, которые покупатели задают до покупки или конверсии, хорошо, создавайте длинный контент. Но при этом удалите повторяющуюся информацию и делайте это максимально простым. Тогда информация будет доступная, и вы не будете терять покупателей. Вы создали семантическое ядро, провели аудит юзабилити, раздали задания по созданию контента выбранным исполнителям, переходите к техническому аудиту. Многие SEO-специалисты начинают с этого аудита. Это неправильно. Изначально необходимо понять, есть ли у нас контент, который мы можем продвигать, а уже далее мы можем провести технический аудит сайта. Проведение технического аудита необходимо начинать с Google консоли или вебмастера. Это бесплатный инструмент, который показывает множество полезных элементов, такие как ранжирование вашего сайта в Google. Это количество показов, процент кликабельности, средняя позиция сайта. Другим полезным элементом Google консоли является индексирование вашего сайта в поисковике. Это все подано с красивой инфографикой, по которой вы можете выбрать определенные даты, посмотреть виды ошибок, страницы, которые имеют проблемы, а также понять причину их появления. Если у вас есть AMP-версия сайта для быстрой загрузки с мобильных телефонов, то Google консоль поможет вам быстро определить все существующие ошибки. И я нахожу этому все больше подтверждений. Для оценки конкретной страницы используйте также бесплатный инструмент Google PageSpeed Insights, который показывает параметры качества страницы от 0 до 100. Причем вера в то, что этот параметр должен равен быть 100, иногда становится ненормальной. Остановитесь! Владельцы сайтов постоянно ищут программистов, которые смогут поднять этот параметр до 100. Посмотрите у ваших успешных конкурентов в топ-10. Ни у кого параметра 100 нет. Потому что контент — это более важный алгоритм ранжирования. Вы не сможете создать высококачественный контент с множеством картинок, модулей и необходимой информации и параметром по Google валидатору 100. Лучше просто поднимите его до зеленой зоны. Для оценки сайта в целом используйте программу Screaming Frog, которая в бесплатной версии проверяет до 500 страниц, что для небольших сайтов хватает с головой. Конечно, множество параметров необходимо проверить вручную, но это работа SEOшника в среднем на 4 часа. Создали текст с дизайном, передавайте в работу программисту и верстальщику. Здесь также большая ошибка бегать за ценником.
Сейчас множество услуг на рынке продвинут сайт от $100. Туда же входит написание текстов, исправление ошибок программирования. Вы за $100 купите себе iPhone 10, только разве что старую мобилку с полифонией. Хорошие программисты стоят от $10 в час. Работа по созданию контента на одну страницу отнимает несколько десятков часов. Если же вы создаете инструменты, то работа исчисляется сотнями часов. С посредственными программистами, как правило, теряется множество времени. Работа качественно не выполняется. Хорошие программисты, как правило, работают на западный сегмент. Найти их можно на биржах фриланса, такие как Upwork. После каждой установки приложений проверяйте скорость загрузки сайта как в мобильной, так и в десктопной версии. У нас было приложение Pulsa, с помощью которого делились в социалках. Она перегружала скорость загрузки страницы на целых 2 секунды. Это катастрофически много. Очень частое заблуждение тех, которые утверждают, что у их конкурентов контент не лучше. Зачем мне сюда тратиться? Помните, что те, кто в топе, они сами побаиваются что-то менять, потому что не знают, как к этому отнесется поисковик или постоянная аудитория. Если вы хотите попасть в топ и занять их место, вам необходимо создать что-то лучше. Это все процессы внутреннего продвижения сайтов. После грамотной оптимизации и создания классного контента переходите к внешнему продвижению. В интернете существует 3 основных метода создания ссылок. Белый метод, который соответствует политике поисковиков, в основном связанный с процессами Outreach. Черный метод, который противоречит политике поисковиков, из-за которой вы можете получить санкции в виде фильтра Penguin или Minusинск. И серый метод. Это полулегальный метод, придуманный SEO-специалистами. На самом деле это самый настоящий черный метод. Конечно, белые методы продвижения самые безопасные и дают максимальные результаты. Крупные компании, которые обладают соответствующим бюджетом, занимаются только белыми методами продвижения сайтов. При этом в интернете множество черных методов, которые также дают хорошие результаты, и их используют в своей стратегии даже самые белые SEO-специалисты. Поэтому сегодня мы объединим рабочие схемы белых и черных методов, которые дают классные результаты, при этом исключают риск получения санкций. Новый цвет внешнего продвижения – зеленый. Ученые назвали это естественным отбором. Зеленый метод продвижения – это создание ссылок ради реального трафика, позиций и продаж. Качественный линкбилдинг – это сложный процесс, который отнимает много времени и ресурсов. Сложный потому, что намного проще купить ссылку. Для этого достаточно зайти на биржу ссылок и выбрать необходимые площадки, подходящие по цене и по качеству. Тогда существующий контент роли не играет. Но результаты от этой работы низкие. В последнее время отчеты SEO-компаний делают для клиентов, чтобы показать какую-то видимость. При этом позиции не растут, трафика нету, продаж тем более. Клиенты меняют SEO-компании как носки, стараясь найти все более высококвалифицированных специалистов. Но рынок SEO весь погряз в старых нерабочих методах. Поисковики выкатывают все время новые апдейты, закапывая старые неэффективные алгоритмы. Это не борьба с черными методами. Основная цель – улучшить качество выдачи, предоставлять максимально релевантную информацию пользователям. Если внутренние методы частично уже перестроились под написание контента для клиентов, хотя при этом действительно еще очень много дешевого рерайта, написанного без понимания темы, то с внешними методами полная беда. Ссылки как создавали для поисковых роботов, так и продолжают это делать. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Ссылка, неважно каким методом была создана, она должна выступать частью контента. Естественно, быть размещена на странице и давать реальный трафик. Даже если вы создали ссылку на известном ресурсе, но в невидимой части страницы со слабым контентом, такая ссылка вам результатов не даст. К примеру, возьмем сайт seonews.ru. В индексе 21 300 страниц.
сколько реально из них посещаемых или читаемых. Если брать трафик с Google, то 3 страницы формируют 50% поискового трафика. Основная масса страниц находится в невидимой части сайта, на которой даже сложно перейти по структуре или по поиску. Поэтому добавить ссылку на мертвую страницу не означает получение реального трафика. Чем лучше контент на странице донора, тем выше вероятность того, что по ссылке будет перетекать реальный трафик. Google присваивает рейтинг страницы за контент, внутренние и внешние ссылки. Тематический индекс цитирования от Яндекс, он более информативный. Для поисковика также важно именно рейтинг страницы. Рейтинг Domain Authority от Moz, Ahrefs, Serpstat и других инструментов, также он является более информативным, потому что представители поисковиков отрицают наличие рейтинга в целом всего сайта. Скажу вам честно, создание ссылок для поисковиков, а не для людей, приносит слабые результаты. Причем эта работа не приносит удовольствия даже линкбилдеру, специалисту по созданию ссылок. 5 лет назад я думал, что профессия SEO-специалиста это самая бесполезная профессия в мире. Основное время SEOшники проводили на биржах ссылок с одной простой целью: кто больше купит, тот и в топе. В наши дни все поменялось. Профессия SEO-специалиста направлена на качество, а не количество. Если ссылки были созданы для людей, тогда они максимально влияют на ваши позиции. Даже если они были созданы с тегом nofollow. Да, этот тег не передает вес, но это не прямое влияние на ваши результаты. Множество сайтов используют nofollow ссылки. Социалки, такие как Facebook, Twitter, LinkedIn, основная причина, почему вы не можете увеличить свой ссылочный профиль с этих мест. Комментарии с новостей или блогов, форумов, сайтов вопросов-ответов и других мест оставляют nofollow ссылки. Такие сайты, как Quora, Reddit, где вы можете написать свой пост, тот же YouTube, куда можно загрузить свое видео с ссылкой, все эти сайты автоматически создают ссылки nofollow. Также ссылки с профайлов аккаунтов их сайтов. Тот же Instagram-аккаунт, к примеру, относящийся к социалкам. Там можно загрузить не только картинки, а и ставить ссылку с реальной страницей с вашего профайла, но только nofollow. Некоторые крупные издания не менее строгие. Такие сайты, как Inc., Forbes, BuzzFeed, Huffington Post, LinkedIn Pulse, даже в проплаченных статьях оставляют только ссылки с тегом nofollow. Как же создать базовую формулу по конвертации в dofollow ссылку и получить ценность для SEO? Вы знаете, что ваша работа приведет к nofollow ссылке, но при этом в результате ценности информации для других вещей это приведет к dofollow или индексируемой ссылке. Это может произойти в результате множества разных факторов. Это называется непрямое влияние. Вы создаете пост, который взаимосвязан с вашим сайтом и включает nofollow ссылку. Какой-то редактор находит это ценным и может подумать: эта ссылка действительно полезная, эта информация и статья также ценные. Думаю, эта компания будет полезной. Позже этот редактор будет писать свои статьи и делать dofollow ссылки на ваш сайт. Таким образом, вы получаете ценность для SEO. Это непрямое влияние на продвижение сайта, когда вы делитесь вашей информацией. Google любит это. Они хотят, чтобы вы использовали все эти места для показа своего контента. Их надежды, что люди найдут это действительно ценным и будут ссылаться на вас. Тогда Google повысит ваше ранжирование. Создание ссылок для людей, по которым перетекает реальный трафик, приносит удовольствие даже линкбилдеру. Это точно. Нас часто спрашивают, какие виды ссылок дают максимальные результаты.
статейные, форумные, комментарии, гостевые посты, блоги, не дай бог даже арендные. Я вам скажу, нет то, что работает одинаково для всех тематик. У вас есть успешные конкуренты. Проверьте, какие виды ссылок они создавали, и выбирайте из них лучшие методики для вашего сайта. Сегодня я покажу вам на примерах 9 зеленых методов по созданию ссылок, которые дают максимальные результаты. Первый пример – это страницы с подборками лучше за неделю, месяц, год. Создавать классный контент в свой блог – это действительно трудная задача. Охватить при этом все невозможно. Множество классных материалов появляется на других блогах. Блогеры, чтобы заботиться о своих читателях, делают подборки лучших материалов, даже если это контент их прямых конкурентов. Если он не найдет у них, то он пойдет искать дальше. Такие рейтинги снижают время на фильтрацию разного мусора для читателей. Также заставляют возвращаться их повторно для чтения новых подборок. Если вы создали классную статью, которая достойна быть в этой подборке, поделитесь с владельцем блога. При этом не пытайтесь пропихнуть слабые статьи с неполезной информацией. В данной ситуации вы потеряете связь с блогером. Скорее всего, ваш email будет добавлен в спам-лист. Лучше всего изучите контент, которым делятся в своих подборках разные сайты. После того, как вы создали классный контент, поделитесь с блогерами. Для этого необходимо найти правильный email и написать им о том, что у вас есть классная статья, которая достойна быть в его подборке. Для примера мы написали Игорю Руднику, владельцу площадки refer.ru, который на создании ссылок уже съел собаку. Игорь посчитал наш контент достойным. После этого мы увидели его в следующей его подборке. Для привлечения внимания блогера будьте активным на его сайте, оставляйте комментарии к его предыдущим публикациям, пишите гостевые посты. И это наш второй метод создания ссылок. Многие думают, что это возможно только через биржу ссылок Miralinks. На самом-то деле мы много раз сравнивали качество доноров на бирже ссылок и при взаимодействии напрямую. Мало того, что на биржах ссылок они помечены поисковиками, так и качество при взаимодействии напрямую значительно выше. Многие SEOшники даже с 2-3-летним опытом работы утверждают, что при взаимодействии напрямую веб-мастера ставят нереальные цены. На самом-то деле это не так. Все зависит от вида вашего взаимодействия. Если вы напишите, сколько стоит разместиться у вас на сайте, вы автоматически получите большой ценник. Поменяйте подход. Напишите, почему вы создаете классный контент. Покажите доказательства, ваши предыдущие публикации, которые собрали множество комментариев, и поделиться в социалках. Например, мы написали гостевой пост на известном блоге divaka.ru. После этого нас ждал приятный сюрприз. Наш гайд о бесплатном методе создания ссылок появился в очередном дайджесте. Самое главное, эти ссылки дают реальный трафик и продажи. Совпадение, не думаю. Третий метод создания ссылок – это страницы со списками ресурсов. Это могут быть подборки полезной информации, статей, инструментов. Они отличаются от дайджестов тем, что публикуются один раз. Если вы для дайджестов предлагаете информацию для будущих публикаций, то для страниц со списками ресурсов вам необходимо предложить расширить существующий контент или заменить устаревшую информацию. Найдите рейтинги топ-10 лучших продуктов, 20 лучших фильмов, 150 инструментов продвижения сайтов. И напишите владельцу площадки, почему ваш контент достойный быть в его списке. Посмотрите на нашем примере. Ни единой просьбе о ссылке. Мы только спросили мнение. После этого получили настоящую естественную белую ссылку. Четвертый метод – это замена битых ссылок.
И в этом методе многие провалились. Хотя о нем говорят практически все зарубежные блогеры, как за основу своей стратегии. Этот метод дает в 5 раз лучшие результаты, чем продвижение по страницам со списками ресурсов. В чем же основные ошибки? Многие линкбилдеры пытаются поменять практически все битые ссылки, даже внутренние. Многие блогеры, они не хотят оставлять внешнюю ссылку на другие сайты, поэтому менять практически все битые ссылки невозможно. Лучше выбирать тех блогеров, которые спокойно относятся к размещению естественных ссылок на другие сайты. Поэтому этот метод хорошо работает как раз именно со страницами со списками ресурсов. Владельцы сайтов – это занятые люди, у них нет времени менять даже неактуальный контент. А на страницах со списками ресурсов битые ссылки – это частое явление. Поэтому, предлагая высококачественный контент для замены этих битых ссылок, значительно экономит их время. Давайте рассмотрим основные методы правильного взаимодействия. Во-первых, напишите письмо от третьего лица, которое не заинтересовано в продвижении других сайтов. Во-вторых, не указывайте в первом письме, где вы нашли битую ссылку. Это увеличит возможность контактов. В-третьих, если вы нашли 2 битые ссылки, предложите на замену вместе с вашей битой ссылкой какой-то авторитетный ресурс. Это увеличит уровень доверия. И в-четвертых, используйте автоматизированный софт, такой как Scrapebox. При этом нет единого метода по замене битых ссылок на сайтах-донорах. Вам необходимо изучить потенциальный сайт и использовать индивидуальный подход. Ага. Также широко используется метод покупки дроп-доменов, который имеет в своем ссылочном профиле ссылки с высокотрастовых сайтов, такие как Википедия, CNN, Forbes и множество других. Для поиска таких дроп-доменов используйте платный плагин для Scrapebox, который называется Expired Domain Finder. Указывайте интересующие вас страницы с авторитетных ресурсов и сканируйте их с глубиной просмотра до 3. В результате вы получаете список дроп-доменов, на которые ссылаются эти ресурсы. Далее дело техники. Необходимо проверить контент, который был на этих дроп-доменах. Для этого используйте известный сайт archive.org и сопоставляйте с вашим контентом. Если он соответствует, тогда покупайте этот сайт и делайте 301 редирект, который передает полностью ссылочный вес этого дроп-домена. Почему нет? А теперь реальный пример. Мы купили дроп-домен в декабре, который имел в своем ссылочном профиле авторитетные ресурсы и перенаправили 301 редиректом весь вес на наш продвигаемый сайт, а именно определенную страницу, которую до этого вообще не продвигали. Несмотря на праздники, трафик и позиции на данную страницу выросли многократно. 5-й метод создания ссылок – это создание ссылок на контент конкурентов. Вы можете подумать, что это самое глупое, что могли вообще порекомендовать когда-либо. Отдать вашим конкурентам позиции, трафик, ранжирование в поисковиках. На самом деле нет. Ссылки на контент конкурентов помогают продвигать ваш сайт. И давайте рассмотрим 3 основные причины, почему эти ссылки увеличивают ранжирование вашего сайта. А теперь самое интересное. Первая причина – думайте про вашего читателя. Не в силах одной компании создать множество классного контента. Как мы уже обсуждали ранее, классный контент появляется также на сайтах конкурентов. Пользователи интернета редко открывают всего лишь один ресурс для получения информации. Как минимум они открывают 3 страницы разных сайтов и сравнивают уникальное торговое предложение. Сэкономьте им время. Покажите полезный контент на ваших конкурентов на страницах
вашего сайта. Тогда пользователи будут больше доверять вашему сайту. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Уже не верил. До сих пор не верите? Хорошо, проверьте ссылочный профиль ваших успешных конкурентов. Они ссылаются друг на друга. К примеру, Semrush создал 8 ссылок на Ahrefs. Ahrefs, в свою очередь, создал 42 ссылки на Semrush. Они ссылаются друг на друга, потому что им необходимо сослаться на высококачественный контент, который пользователь будет искать в интернете, если не найдет на их сайте. Второй яркий пример – это Рэнд Фишкин, создатель компании Moz. В своих видео постоянно упоминает прямых конкурентов – Ahrefs, Semrush, Majestic. Он не критикует их. Наоборот, его аудитория также пользуется этими сервисами. Соответственно, он их упоминает, потому что у них высококачественный контент, который помогает в SEO-продвижении сайтов. И, соответственно, убирается полная субъективность данного видео. Кто будет смотреть предвзятое рекламное видео? Давайте рассмотрим более известные примеры. К примеру, Amazon показывает цены на товары в других интернет-магазинах. Каяк предлагает сравнить цены на авиабилеты с другими сайтами. Яндекс предлагает искать в других поисковиках. Это знают даже дети. Вторая причина. Поисковики будут лучше ранжировать ваш сайт, потому что ссылки на контент конкурентов помогают лучше объяснить тематику вашего сайта, даже если вы просто на них ссылаетесь. Используйте внешние ссылки с вашего контента. В прошлом году SEO-компания Великобритании провела эксперимент, создавая внешние ссылки из созданных для текста сайтов. Они определили, что страницы, которые содержат внешние ссылки, показывают лучшие результаты, чем страницы, которые не ссылаются на другие источники. Поэтому я всегда щедро ссылаюсь на авторитетные сайты. К примеру, в моей статье я использовал 16 внешних ссылок, включая ссылки на авторитетные сайты с коммерческими исследованиями. Скажу честно, я не думаю, что внешние ссылки суперважные, но это небольшая помощь при борьбе за конкурентные ключи. Третья причина – это принцип взаимности. Веб-мастера отслеживают свои обратные ссылки и получаемый реферальный трафик. Если они увидят, что вы ссылаетесь на них, они, соответственно, могут сделать ссылку на вас. Иногда можно просто им об этом подсказать. Для этого используйте следующий шаблон. Приветствую! Постоянно читаю ваш блог. Много полезной информации. Особенно понравилась статья и ваши интересные идеи. Использовал информацию о вашей статье в моей публикации. Уверен, это будет полезно моим читателям. Если будет время, оцените мой контент. Буду очень признателен. С уважением, ваше имя. Шестой метод создания ссылок – это проведение опроса. Яркий пример. Николай Гринько провел опрос на лучшие ресурсы по созданию семантического ядра. Результаты опроса он разослал экспертам, которые принимали участие. В результате получил несколько естественных высококачественных ссылок. Седьмой метод создания ссылок – это ссылки от поставщиков и производителей. Давайте посмотрим. Если вы продаете товар какого-то известного производителя и его сайт обладает высокой трастовостью, попросите их создать ссылку на ваш сайт. Для этого вам необходимо предложить какой-то высококачественный контент об их товаре. Мы так и сделали. Мы написали полный обзор сервиса Serpstat и, конечно же, скинули на оценку специалистам компании. В результате получили естественную ссылку сервиса Serpstat в разделе «О нас». Восьмой метод создания ссылок – это эффективный крауд-маркетинг. Я специально использовал это слово «эффективный», потому что классическая схема крауд-маркетинга подразумевает создание сотни ссылок с мертвых форумов, комментариев. Поисковики за такой вид продвижения наказывают. Переходите от количества
качеству. И тогда вы будете получать высокое ранжирование в поисковиках. Например, форумы. Вместо того, чтобы писать в сотни форумов, выберите всего парочку, там, где сидит ваша постоянная аудитория. Вам не нужно писать каждое сообщение с активной гиперссылкой. Лучше помогайте участникам форума, пишите полезные сообщения и повышайте вашу экспертность. Easy. Если же вы придете к сообщению, которое может содержать ссылку, сделайте его неотъемлемой частью этого сообщения. Не оставьте модератору ни единого шанса удалить это сообщение. Также многие форумы позволяют активным участникам оставлять активную гиперссылку в их подписи. Это также дополнительный источник трафика. Второй источник крауд-маркетинга – это сайты вопросов-ответов. Широко популярны в русскоязычном сегменте ответы Mail.ru, где множество интересных вопросов и ответов. В англоязычном сегменте известный ресурс Quora.com. Там также широко представлена практически любая тематика. Пишите множество длинных сообщений. Не обязательно оставлять ссылку в каждом сообщении. Повышайте карму вашего аккаунта и показывайте свою экспертность. Если же вы почувствовали, что можете оставить активную ссылку, сделайте это. Just do it! Третий источник крауд-маркетинга – это каталоги. И сразу вспоминаем продвижение десятилетней давности. Тогда можно было специального софта, AllSubmitter или Хрумер прогнать ваш сайт по 1000 каталогов, получить результат позиции продажи. Сегодня это уже давно не работает. Ни в коем случае так не делайте. Только ручной труд. Находите популярные сайты каталогов и добавляйте туда ваш сайт. К примеру, TripAdvisor, известный каталог по путешествиям. Если же брать американский сегмент, то Yelp.com. На этом сайте представлены множество ресторанов и бизнесов, их обзоры и отзывы. В русскоязычном сегменте известный сайт Дубльгиз. Если же брать локальную выдачу, то ищите сайты афиши городов. К примеру, Today.ua, афиша Одессы, или Mos.ru. Это московский сайт с каталогом предприятий и организаций. И мы перешли к 9-му методу создания ссылок. Для этого изучайте ваших успешных конкурентов и понимайте, какие виды ссылок помогли им занять лидирующие позиции. Для этого используйте Ahrefs или Majestic. Вставляйте сайт конкурента и изучайте его ссылочный профиль. Отсеивайте всякий мусор. Сайты с domain рейтинг меньше 20 даже не рассматривайте. Еще один инструмент для поиска площадок – это простая бесплатная утилита, которая подбирает к вашим ключам много поисковых операторов. Принцип простой. Вбейте в поиск продвигаемый ключ и выберите язык. Инструмент подберет вам большой список ключей с заданными поисковыми операторами. В один клик пересматривайте сайты, где можно оставить ссылку в виде гостевого постинга, каталога, блога, комментария, списка ресурсов. Далее дело за вами. Подумайте, что вы можете предложить полезного сайту для получения ссылки. Кто не понял, тот поймет. В процессе создания ссылок постоянно анализируйте свои результаты. Многие не начинают SEO-продвижение сайтов, потому что процесс длительный, от 4 до 12 месяцев. Они считают, что необходимо все начинать с контекстной рекламы, так как прибыль можно получить сразу. С ними я не соглашусь, потому что для контекстной рекламы также важен высококачественный контент. Многие обожглись на этом. Они запускали контекстную рекламу для сайтов с бедным контентом. При этом один из важных параметров для получения результатов в SEO-рекламе – это внутреннее продвижение или создание высококачественного контента. Надо быть в тренде. Самый частый вопрос, который задают клиенты, это как проверить результаты в первые месяцы работы. Ведь можно доверить продвижение сайтов какому-нибудь SEOшнику и не увидеть результатов в течение полугода, при этом исправно платить ему за продвижение каждый месяц.
Какие сроки продвижения сайтов? Месяц-два, и вы получите топ по любым ключам. Компания Google, также понимая, что сроки продвижения сайтов от 4 до 12 месяцев, выпустила свое видео с рекомендациями, как правильно нанять SEO-специалиста. Потому что миллионы клиентов платят за неэффективные черные методы, которые не дают сегодня уже хороших результатов. Если вы хотите долгосрочный успех в продвижении сайтов, здесь нет магических трюков, по которым SEO обеспечивает первое место. Успешные SEOшники только дают рекомендации по улучшению качества контента вашего бизнеса. Его продвижение помогает получить лучшие места в выдаче поисковиков, соответственно, где непредвзятые покупатели могут найти ваш сайт. Работа SEOшников направлена на улучшение позиций сайта, трафика и конверсий от ваших клиентов. Хороший SEOшник на основании своего опыта порекомендует выполнить улучшения, начиная от мета-тега title до более сложных вещей, как языковая микроразметка для мультиязычных сайтов. Это улучшает поведенческие факторы для онлайн-покупателей, которые приходят из поиска. Покупатели могут использовать компьютер или смартфон. Для этого нужно иметь адаптивный дизайн, что положительно влияет на ранжирование. SEO-специалисту в основном необходимо от 4 месяцев, чтобы увидеть первые улучшения. Только после этого вы увидите потенциальную прибыль. Люблю науку. Как же понять, что SEO-продвижение идет в правильном направлении в первые месяцы работы? Для этого вам необходимо на старте продвижения закрепить ваши позиции в топ-100, чтобы вы понимали, где вы находитесь и с чего вы начинаете. Далее, на протяжении нескольких месяцев изучайте вашу видимость, сколько новых ключей появилось в топ-100 и как они приблизились к топ-10. Также изучайте рост трафика при помощи Google Аналитики или Яндекс Метрики. Проверяйте рост ваших личных продаж. Это основные параметры, которые подсказывают, что вы идете в верном направлении. SEO-продвижение сайтов состоит из внутренних и внешних методов. Перед стартом продвижения вам необходимо собрать семантическое ядро. Не пытайтесь с ограниченным бюджетом продвигать все и сразу. Лучше выбрать приоритеты. Поверьте, лучше иметь парочку классных позиций в топ-10, чем 1000 ключей в топ-20, 30, 40. Потому что 75% людей не переходят на вторую страницу сайта. А те, которые переходят, они уже знают лучшие предложения с топ-10. Основная масса же клиентов, если не нашло интересную информацию в топ-10, они сформулируют запрос по-другому. После подбора поисковых ключей выполняйте аудит юзабилити. Проверяйте контент ваших успешных конкурентов. Цель такого анализа – найти у них слабые места и создать что-то лучше. После этого проводите технический аудит сайта. Обращайте особое внимание на скорость загрузки страниц. Для этого используйте Google Webmaster и Screaming Frog. После всех процессов внутреннего продвижения сайтов и создания классного контента переходите к внешним методам продвижения сайтов. Для этого используйте зеленые методы, а именно индивидуальный подход к каждой тематике. Теперь мне интересно ваше мнение. Какие рекомендации вам понравились? Что вы планируете использовать для вашего сайта? Пишите вопросы в комментариях. Мы обязательно дадим ответы на все эти вопросы. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч! В Яндексе вообще сумасшедшая цифра. Попробуй произнести это слово. Помните, вы на рынке Используйте Google консоль. Это бесплатный инструмент, который
Принцип взаимодействия. Как вы говорите это слово, но это просто.